На бок смотри туда. Как я знаю, это ты. Раз, два, три, иди. До свидания. Да, ребенок, что я надо делать? Как дела? Нормально. Сейчас там салфеточки постелят. Вот очередное утро. Вот это вранье. Если вы оставили еду и пошли что-то там еще добирать, но готовьтесь к тому, что еды вашей не будет, или она будет покоцана немножко. И тут ходит мужичок с палочкой и гоняет их. Смотрите, какие виды офигенные. Вот с таким видом мы каждое утро завтракаем. Но завтрак, по сути, у них однотипный. Вон, красавица уже что-то сперла. Смотрите, улетели. Вот их гоняет. Вон, чувачок с палочкой гоняет их. Они его боятся. Ну, он пройдет, они за спиной буквально садятся. На бок смотри туда. Ты что? А как я знаю, это ты? Давай чуть-чуть налево, пожалуйста, можно? Так Валтор не видно. Давай. Раз, два, три, иди. До свидания. Ай, подожди. Да, ребенок, что я надо делать? Давай еще раз, когда Ребенка ушел, казнить давай. помиловать нельзя. И иди чуть-чуть налево, не видно это Валтор, пожалуйста. Иди чуть-чуть сейчас налево. Эй, смотри, ты иди только прям, это пам, вот так. На это, вот там. Давай налево смотри. Иди, давай. Быстро. Блин, зачем она на бок не посмотрит? Очень тяжелый труд фотографа. Одни нервы. В общем, как и хотели, перебазировались мы на дальний этот пляж. Здесь очень красивые виды. Ну, купаться, оно красиво как бы, но не особо удобно. Вот здесь пляжик. Он как-то заточен под итальянский, я это уже говорил. Ну, вот, честно говоря, он больше для фотосессий. Вон, там буйки вот эти, ну, буквально по пояс. Все, дальше там риф, там особо не поплаваешь. И то, когда идешь, надо тут быть аккуратным, потому что камни вот эти, они острые. Ну и надо побаиваться рыбу камня, рыба крокодил. Они выглядят как булыжники, но ядовитые. У них там какой-то шип ядовитый. И надо аккуратно, конечно, передвигаться. В идеале, конечно, одевать кораллки. Кораллок здесь немерено, их продают они недорого. Не помню, там, по-моему, что около $5 за пару. Они очень надежные, у меня вон старые есть, им уже неизвестно сколько лет. Пока живы еще. Ну, уже пора обновить, потому что уже такие подушаты на нее. Ну, вот, виды здесь, конечно, обалденные. Этот пляж очень красивый. Но что неудобно, что здесь нет душа. Вот на том пляже, где мы были, с правой стороны, там душ был. Здесь вообще как-то странно. Надо идти в другой конец пляжа, чтобы смыть с себя соль. Фоточки здесь должны бомбезные, конечно, получиться. Здесь виды офигенные. Поэтому любо-дорого посмотреть на это дело, правда? Ну, теперь войдем в воду. Давайте покажу ракурс из воды, как это все выглядит. Вот проходим мимо таких полунов, которые очень острые, колючие. Лучше на них не наступать. Здесь рыбки периодически тусуются, но их не так много, как, в принципе, там, где понтон. Там просто риф красивый. Здесь, говорят, тоже есть, но я не знаю, я пока здесь не нырял, не вижу большого смысла. Смотрите, какие горы. Вот, ну, вот эта стройка мешает, но это отель расширяется. Они делают себе больше территорию. Ну, точнее, это вся их территория. Вот, смотрите, на горы вид. И вот так вот позалипать очень даже неплохо. Ну, такие вот скалы, скажем так. Народ, он фоткается, фотосессия у них. Водичка, естественно, прозрачная. Ну, смотрите, рыбок здесь нет. Буквально пару проплывало, пару стаек и все, и проскочил. Потому что людей нет. Никто не прикармливает, никто тут не вытаптывает, не баламутит. Им же надо чем-то питаться. Когда людей нет, ну что им тут делать? Скучно им. Ну, давайте еще раз ко второму пляжу. Вот такие вот ступеньки сделаны. Ну, в принципе, комфортно, довольно грамотно. Но опять же, повторюсь, не вина отеля, то, что, в принципе, море здесь такое, ну, скалистое. Ну, вот такой вид отсюда. Здесь
Купаться еще немножко хуже. Здесь буквально вот заходишь и сразу камни. И попробуй определить, это камни или рыба камень лежит. Поэтому надо аккуратно. Сюда лучше, конечно, вот. Сюда точно надо кораллки одевать. Ну, опять же, вон. Отсюда тоже эти горы видны. В принципе, красота. Так что вот так мы и отдыхаем. Риф Оазис Блю Бэй. В принципе, отель неплохой. Со своими, конечно, нюансами. Именно по персоналу, скажем так. А так, в принципе, сама территория неплохая. Отель сам по себе неплохой. Ну, немножко ушатанные номера, конечно. Что поделаешь. Персонал очень любит бабки. Отель не пустует, поэтому, ну, персонал балованный. Людей у них хватает здесь. В смысле, посетителей. С посетителями у них проблем нет. Вот за территорией людей. Там что-то гоняют, не пускают. Но это вот как раз часть, которая на ремонте у них. А вот, кстати, там какой-то замок шейха, я бы сказал. Смотрите, какая красота. Может быть, из-за этого туда и не пускают. Там прямо такой пальмовая роща. Спуск. Ну вот там вообще красота. Могу прикол рассказать. Подходим, пиво. Он, ты русский? Я, нет, белорус. Нет для белорусов пива. А я смотрю, у него бутылка стоит. Пиво бутылочное. Это как бы сеть итальянцев. Здесь все только пиво. Оно бутылочное, хорошее. Все для итальянцев. Для белорусов, для русских это нет. Я говорю, короче, русские и белорусы для вас не люди. Он, ну, типа кивает, типа да. Теточки его там загрузили, давай не ломайся, не выпендривайся. Я говорю, слушай, давай мы никому не скажем. Он и нехотя все-таки раскупорил одну бутылку, нам налил. Там хватило на 2 бокала. И стоит, смотрит, и говорит, так а мне, говорю, нальешь или нет? Девчонки уходят, там, типа, не обижай парня, ему налей тоже. Короче, он постоял, поломался. Ладно, на. Короче, с барского плеча одолжение сделал. В общем, это для элиты, для итальянцев, для иностранцев. Не для них такое. Ну, быдло не быдло, но третий сорт. Ну что, немножко моря. Ну, в общем, кто захочет в Риф Оазис Блю Бэй, имейте в виду. Отель с вопросиками. По поводу обслуживания. Иностранцев здесь любят. Мы для них не иностранцы. Мы для них практически, ну, местные. Поэтому к нам такое своеобразное отношение. Ну, ничего страшного, мы привыкшие. Мы не гордые. Разберемся. Главное, море есть, пляж есть, бассейны есть. Но кормят, поют хорошо. По питанию, в принципе, неплохо. Однотипно, однообразно. Ну, что поделаешь. Нормально. Все равно на убой, конечно, ешь. Ну, суши, кстати, я уже говорил, суши давали. Ну, суши такие овощные. Там из суши только... Рис, лист этот черный, как я его не помню, и огурец. Ну там сыр, по-моему, чуть-чуть. В общем, ну на вкус он такой огурцово-рисовый такой немножко. Ну как по мне, не очень. Ну для разнообразия как бы подошло. Вот, смотрите. Вот такой у нас пляжик. Ну, честно говоря, наверное, уже сюда больше не пойду. Там как-то все-таки разнообразие побольше. Вот я тут на коленях хожу. Тут особо, ну, не поплаваешь, ничего. Вот буйки, дальше и не пойдешь. Риф там, ну, я сомневаюсь, что он прям крутой. Там в любом случае поинтереснее будет поплавать. Поэтому сегодня мы решили так немножечко побарахтаться на песчаном пляжике. Ну, чисто для разнообразия. Ну, и мне нравится, что здесь все-таки волны есть. Вот это, ну, типичная такая морская тема. Волны — это хорошо и красиво, конечно. Вот так немножечко ракурса вам. Смотрите, на фоне камня, валуна. Ну, классно. Для нас, конечно, необычные вот такие вот места. Вот сейчас с утра был прилив, сейчас чувствуется, наверное, отлив, немножко уже помельче стало. Ну, места интересные. И в этих местах, я знаю, любят селиться крабы. А вон, кстати, посмотрите, вот эта живность. Некий деликатес, я не помню, как он называется. Их даже как-то готовят. Я надеюсь, видно в камеру все. Вот, хватает. Ну вот, приплыла опять стайка рыб, смотрите. Как их
женщины тут говорят, а там мойва какая-то тут плавает. Но они стайкой и именно на поверхности почему-то. Ну, по цвету они такие себе, бесцветные немножко. Ну, прикольно, когда они вот у тебя под ногами буквально шныряют. Конечно, интересно. Ну, ты топчешься, поднимаешь всякую еду для них. Они это кушают, ищут пропитание себе. Вот. Шустрые, акулки маленькие. Жена говорит, это, наверное, маленькие акулки, так стайками плавают. Не знаю, что за рыбки, но интересные такие. Почти пол тура у нас уже за плечами. И вот только сейчас мы увидели, что здесь такая есть релакс-зона, водопад. Очень красивая штука. И джакузи. Ну, водичка, правда. Сейчас потрогаем. Ну, не ледяная, нет, кстати, она без подогрева явно. Но тут объем бассейна небольшой. Я думаю, оно прогревается нормально. Получается, там, где водопад, это отдельная джакузи. Вот здесь еще один бассейн. Здесь вот этот Infinity длиннющий, как река, бассейн. И вот такая зона. Мостик. Красота. Беседочка. Вот сейчас мы к ней, кстати, подойдем. Смотрим. Ну, прям обзорная площадка. Застекленные такие заграждения от ветра. Ну, и чтоб люди туда не вскочили явно. Да, вот он, Infinity бассейн, но это уже вид сбоку, так сказать. А, это не беседка, это вход. Все, я понял. Я думал, беседка. И вон там даже есть зона для отдыха, вон пару шезлонгов. И вот здесь ну, какие-то вот элитные с видом на море. С берега я тоже показывал. Вот здесь у них отдельный вход. Короче, здесь отдельная жизнь. Зацените мою прекрасную арафатку. Ездили мы в Манго-маркет, купили ее за $3. Там такая подороже. Есть по $1 подешевле. Ну там немножечко поинтереснее, по качеству она чувствуется. А в отеле самом продают в районе от $5, по-моему, $5-7 такое. Поэтому не переплачивайте, лучше съездите, закажите трансфер. Манго-маркет, Джордж Клуни, они приезжают, забирают, привозят в магазин, потом отвозят назад. И гуглил, смотрел, как правильно их одевать. Ну, то еще удовольствие, надо привыкнуть. Ну что, у нас сегодня а-ля карт ресторан. Затем, чем здесь кормить будут. Правда, мы так и не поняли, что за кухня здесь. Следующая а-ля карт будет точно итальянская, а этот я даже не знаю, что это она. В общем, мы думали, нас будут обслуживать, оказывается, здесь надо выбирать сами. Сейчас начнем с чего-нибудь. В общем, я, наверное, не буду показывать, что тут и как. Я потом покажу, что мы набрали. В общем, для а-ля карта немножко странная. По сути, здесь все то же самое, что в обычном ресторане в нашем. Ну, все то же самое. Запеченные там овощи в кляре, курица. Ну, единственное, что вот такие бутербродики с красной рыбой есть. Десерты, ну, разнообразие немножко другое. Мы тут уже, по сути, по цвету, наверное, подбирали. Ананасы здесь есть. Где ананасы? Вот ананасы, десерты, те, которые мы обычно берем. Ну и жена то же самое набрала, то, что в обычном ресторане брала. Курочку и рыбку немножко. Все. И десерты симпатичные, красивые. Чисто посидеть, почти как под свечами, под искусственными. Ну, в принципе, неплохо будет. Ну, на а-ля карт, честно говоря, не очень как бы похоже. Но что есть, да. Ну, вина пока не налили, не знаю. Ну, надеюсь, до нас они дойдут. Божественная рыбка типа тунца, но почему-то она была вся в чешуе, нечищенная. Короче, пришлось немножко тут поплеваться. Так, в принципе, более-менее. Вот принесли мне белого вина, жене красное вина. Ну, жена жалуется, что я по ресторанам редко вожу. Ну, вот пригласил в ресторан. В коем виде. Ну, почему нет?
можем себе позволить. Все включено. Чтобы мы не мерзли, тут такие вот обогреватели. Ну, там пламя какое-то, от него в общем тепло идет. Довольно уютно, мы не захотели сидеть в помещении, захотели на улице. Так как зима, февраль, начало февраля, вот здесь такие стеклянные заграждения, чтобы ветром нас не сдуло. Ну, нормально, мы такой тихий уголок нашли и наслаждаемся. Как бы уже, на самом деле, просто атмосферно. Еда, как в принципе в основном ресторане, но просто атмосферно. Тихо, спокойно, без суеты, без шума, без гамма. А так все то же самое.